Здравствуйте! Сегодня покажу, как можно связать очень красивый топ крючком, используя мотивы. По процессу вязания топ состоит из 22 одинаковых мотивов в форме шестиугольника, которые соединяются между собой в последнем ряду мотива, формируя рельеф топа. Плюс 4 половины мотива для выреза горловины и верха рукава. Размер топа можно регулировать за счет размера мотива. И я вязал на размер 50-52. На этот топ у меня ушло 280 грамм пряжи. Составом 45% акрил, 55% хлопок. В 100 граммах 330 метров. Вязала крючком 3 миллиметра. Схему этого топа я взяла из японских журналов, и в результате у меня получился очень красивый топ. В этом видео я покажу, как вязать мотивы, и выложу еще одно видео о том, как их соединять. А сейчас приступим к мастер-классу по вязанию изумительного топа из мотивов крючком. В кольцо амигуруми наберем 6 столбиков с накидом, разделяя каждый столбик двумя воздушными петлями. Зафиксируем кольцо столбиком без накида. Вытянем рабочую нить на высоту около сантиметра, повернем против часовой стрелки. В кольцо провяжем еще один столбик без накида. 2 нити на крючке повернем по часовой стрелке, провяжем воздушную петлю. Таким образом, получив подъемный столбик с накидом, который по желанию можно заменить 3 воздушными петлями подъема. Провяжем 2 воздушные петли и далее в кольцо столбик с накидом. И повторим таким образом всего 6 раз, провязав 6 столбиков с накидом и разделяя каждый столбик 2 воздушными петлями. Провязав 6 столбиков с накидом, разделенных 2 воздушными петлями, подтянем кольцо. Обязательно не забудем провязать 2 последние воздушные петли, которые будут разделять последний столбик и первый, и закроем ряд соединительным столбиком. Остаток начальной рабочей нити пустим поверх первого столбика, чтобы в следующем ряду вязать ее между рядами. Второй ряд начнем с лицевого рельефного столбика с накидом. Вытянем рабочую нить на высоту около сантиметра, повернем против часовой стрелки. Заведем крючок с лицевой стороны полотна за нижний столбик с накидом. Провяжем столбик без накида, 2 петли на крючке повернем по часовой стрелке, провяжем воздушную петлю. И в арку из 2 воздушных петель, ввязывая остаток рабочей нити, провяжем столбик с накидом. Провяжем 2 воздушные петли и снова в арку провяжем столбик с накидом. И следующим провяжем лицевой рельефный столбик с накидом. Заведем крючок с лицевой стороны полотна за нижним столбиком с накидом. Вытянем рабочую нить, провяжем столбик с накидом. И далее в арку провяжем столбик с накидом плюс 2 воздушные петли плюс столбик с накидом. И повторим по этой схеме до конца ряда, провязывая столбик с накидом нижнего ряда лицевым рельефным столбиком с накидом. И в арку провязывая столбик с накидом плюс 2 воздушные петли плюс столбик с накидом. Провяжем 2 воздушные петли и столбик с накидом в последнюю арку, закроем ряд соединительным столбиком. Третий ряд начнем с лицевого рельефного столбика с накидом, и в следующую петлю нижнего ряда, это столбик с накидом нижнего ряда, вяжем столбик с накидом. Провяжем воздушную петлю, столбик с накидом в арку и еще одну воздушную петлю. Пропустим одну петлю нижнего ряда и в вершину лицевого рельефного столбика с накидом нижнего ряда провяжем столбик с накидом. Лицевой рельефный столбик с накидом в аналогичный столбик нижнего ряда, и в следующий столбик нижнего ряда провяжем столбик с накидом.
Провяжем 3 воздушные петли над аркой из 2 воздушных петель нижнего ряда и далее свяжем столбик с накидом, вершину лицевого рельефного столбика с накидом, рельефный столбик с накидом в аналогичный столбик нижнего ряда и в следующую петлю нижнего ряда столбик с накидом. Над третьей аркой повторим арку из 3 воздушных петель и далее повторим схему с начала этого ряда. В 4-ю арку провяжем воздушную петлю, столбик с накидом и воздушную петлю. Над 5-й и 6-й аркой провяжем по 3 воздушные петли. Между арками вяжем связку. Столбик с накидом, вершину лицевого рельефного столбика с накидом, рельефный столбик с накидом в аналогичный столбик нижнего ряда и в следующую петлю нижнего ряда столбик с накидом. Если смотреть в разрезе рисунка, у нас 6 арок или 6 секторов. И первый сектор мы вяжем столбиками с накидом, второй и третий будем вязать цепочками из 5 воздушных петель, четвертый аналогично первому столбиками с накидом и пятый, шестой аналогично второму и четвертому цепочками. Между арками вяжем одинаковые разделители в виде столбиков с накидом и лицевого рельефного столбика с накидом. Закроем этот ряд, провязав после последней арки последний столбик с накидом, закроем ряд соединительным столбиком. И хотела бы отметить, что последний столбик с накидом я провязываю под соединительный столбик нижнего ряда. 4-й ряд начнем с подъемного лицевого рельефного столбика с накидом. И в этом ряду прибавим еще один столбик с накидом между секторами, провязав его в вершину лицевого рельефного столбика с накидом. И далее в следующую петлю нижнего ряда вяжем столбик с накидом. Первый сектор, воздушная петля, 3 столбика с накидом в столбик нижнего ряда и воздушная петля. Пропустим 2 петли нижнего ряда, это воздушная петля и столбик с накидом, и вершину лицевого рельефного столбика с накидом провяжем сразу 3 петли, столбик с накидом, лицевой рельефный столбик с накидом и еще один дополнительный столбик с накидом. В принципе, можно и не пропускать этот первый столбик, но я так пробовала и мне не понравилось. Показалось, что выделяется такой столбик, поэтому все 3 петли я вязала именно в лицевой. В следующую петлю нижнего ряда провяжем столбик с накидом и приступим ко второму сектору. Провяжем 5 воздушных петель над нижней аркой и свяжем связку разделитель секторов в виде столбика с накидом, лицевого рельефного столбика с накидом и еще одного столбика с накидом в нижний лицевой рельефный столбик с накидом и в следующую петлю нижнего ряда столбик с накидом. И далее свяжем третий сектор аналогично второму, четвертый сектор аналогично первому, пятый и шестой сектор аналогично второму. Между секторами вяжем одинаково. 3 петли в лицевой рельефный столбик с накидом нижнего ряда. Это столбик с накидом, лицевой рельефный столбик с накидом и дополнительный столбик с накидом. В следующую петлю нижнего ряда вяжем столбик с накидом и закроем ряд, провязав последний столбик с накидом под соединительный столбик нижнего ряда. 5-й ряд, подъемный лицевой рельефный столбик с накидом и 2 столбика с накидом в 2 следующие петли нижнего ряда. Вяжем первый сектор, 2 воздушные петли, пропустим воздушную петлю нижнего ряда и в первый столбик с накидом нижнего ряда вяжем 2 столбика с накидом, центральный столбик с накидом в следующую петлю нижнего ряда и далее 2 столбика с накидом в крайний столбик с накидом нижнего ряда. Таким образом мы увеличили наш сектор, провязав по паре столбиков в крайних столбиках нижнего ряда. И далее всегда будем придерживаться такого правила в плотных секторах. Провяжем 2 воздушные петли, пропустим 2 петли нижнего ряда и
столбик с накидом, вершину лицевого рельефного столбика с накидом, рельефный столбик с накидом в аналогичный столбик нижнего ряда. В 2 следующие петли нижнего ряда вяжем 2 столбика с накидом. Приступим ко второму сектору. 5 воздушных петель и в воздушную цепочку нижнего ряда из 5 воздушных петель провяжем столбик без накида. Далее провяжем 5 воздушных петель и связка-разделитель между секторами. Столбик с накидом, вершину лицевого рельефного столбика с накидом, рельефный столбик с накидом в аналогичный столбик нижнего ряда. В 2 следующие петли нижнего ряда вяжем 2 столбика с накидом. И далее свяжем 3 сектор аналогично 2, 4 сектор аналогично 1, 5 и 6 сектор аналогично 2. И теперь между секторами вяжем всегда одинаковую связку. Столбик с накидом плюс лицевой рельефный столбик с накидом, лицевой рельефный столбик с накидом нижнего ряда и 2 столбика с накидом в 2 следующие петли нижнего ряда. И закроем ряд, провязав последний столбик с накидом под соединительный столбик нижнего ряда. 6 ряд начнем стандартно. Лицевой рельефный столбик с накидом и 2 столбика с накидом в 2 следующие петли нижнего ряда. Первый плотный сектор, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом в крайнюю петлю нижнего ряда, 3 столбика с накидом в 3 следующие петли нижнего ряда и пара столбиков с накидом в крайнюю петлю нижнего ряда, 2 воздушные петли. Стандартная связка между секторами из 4 столбиков, один из которых рельефный. Приступим ко второму сектору. 5 воздушных петель и в воздушную цепочку нижнего ряда из 5 воздушных петель провяжем столбик без накида. Далее провяжем 5 воздушных петель. И во вторую воздушную цепочку нижнего ряда провяжем столбик без накида. 5 воздушных петель. И следующий разделитель между секторами в виде 4 столбиков. И далее свяжем 3 сектор аналогично 2, 4 сектор аналогично 1, 5 и 6 сектор аналогично 2. Последним в этом ряду провяжем столбик с накидом, закроем ряд соединительным столбиком. 7 ряд начнем стандартно. Лицевой рельефный столбик с накидом и 2 столбика с накидом в 2 следующие петли нижнего ряда. Первый плотный сектор, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом в крайнюю петлю нижнего ряда, 2 столбика с накидом в 2 следующие петли нижнего ряда. Пара столбиков с накидом в следующую центральную петлю нижнего ряда и в 2 следующие петли нижнего ряда еще 2 столбика с накидом. Пара столбиков с накидом в крайнюю петлю нижнего ряда, 2 воздушные петли. Стандартная связка между секторами из 4 столбиков, один из которых рельефный. Во втором секторе провяжем всего 4 воздушные цепочки по 5 воздушных петель, соединяя каждую воздушную цепочку в центр цепочки нижнего ряда столбиком без накида. При этом увеличивая количество воздушных цепочек на 1 относительно нижнего ряда. И до конца ряда свяжем 3, 5 и 6 сектор аналогично 2, 4 сектор аналогично 1 и между ними стандартные разделители из 4 столбиков. 8 ряд начнем стандартно. Лицевой рельефный столбик с накидом и 2 столбика с накидом в 2 следующие петли нижнего ряда. Первый плотный сектор, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом в крайнюю петлю нижнего ряда, 8 столбиков с накидом в каждую следующую петлю нижнего ряда. Пара столбиков с накидом в крайнюю петлю нижнего ряда, 2 воздушные петли. Стандартная связка между секторами из 4 столбиков, один из которых рельефный. Во втором секторе провяжем всего 5 воздушных цепочек по 5 воздушных петель, соединяя каждую воздушную цепочку в центр цепочки нижнего ряда столбиком без накида. При этом увеличивая количество воздушных цепочек на 1 относительно нижнего ряда. И до конца ряда свяжем 3, 5 и 6 сектор аналогично 2, 4 сектор аналогично 1 и между ними стандартные разделители из 4 столбиков.
Девятый ряд начнем с лицевого рельефного столбика с накидом и далее столбик с накидом в следующую петлю нижнего ряда. Провяжем пико из 5 воздушных петель, которые зацепим соединительным столбиком по 2 верхние стенки текущего столбика с накидом. Столбик с накидом в следующую петлю нижнего ряда. Такие пико из 5 воздушных петель будем вязать в каждой связке между секторами в столбик с накидом, которые следуют после лицевого рельефного столбика с накидом. Первый плотный сектор, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом в крайнюю петлю нижнего ряда, 10 столбиков с накидом в каждую следующую петлю нижнего ряда, пара столбиков с накидом в крайнюю петлю нижнего ряда, 2 воздушные петли. Стандартная связка между секторами из 4 столбиков, один из которых рельефный. Столбик с накидом, после рельефного добавим пико из 5 воздушных петель. Во втором секторе провяжем всего 6 воздушных цепочек по 5 воздушных петель, соединяя каждую воздушную цепочку в центр цепочки нижнего ряда столбиком без накида. При этом увеличивая количество воздушных цепочек на одну относительно нижнего ряда. И до конца ряда свяжем 3, 5 и 6 сектор аналогично второму, 4 сектор аналогично первому, и между ними стандартные разделители из 4 столбиков, которым добавлено пико. И наш мотив готов. Нам нужно связать всего 22 таких мотива, поочередно соединяя их в 9 ряду. О процессе соединения мотива я выложу отдельное видео.